Урок 81. Прогулка по парку. Привет, Анна, как дела сегодня? У меня все хорошо, спасибо за вопрос. Как насчет тебя? У меня тоже все хорошо. Эй, вы когда-нибудь гуляли в парке? Да, у меня есть. Обожаю гулять по парку. И здесь так спокойно. Я тоже. Мне нравится свежий воздух и видеть все деревья и цветы. Да, и это тоже хороший способ заниматься спортом. После прогулки по парку я всегда чувствую прилив энергии. Это правда. Кроме того, мы можем взять с собой собак и позволить им играть в траве. Да, им это нравится. И мы даже можем устроить пикник и насладиться пейзажем. Абсолютно. Мы должны спланировать прогулку по парку в ближайшее время. Звучит как отличная идея. Давайте сделаем это. Урок 82. Тебе нравится плавать. Привет, Анна, тебе нравится плавать? Конечно. Особенно летом. Как насчет тебя? То же самое и здесь. Обожаю прыгать в бассейн в жаркий день. Это так освежает, не так ли? Кроме того, это отличный способ охладиться. Абсолютно. А еще мы можем похвастаться своими классными купальниками. Ха. Да, это всегда плюс. Но давайте не будем забывать о солнцезащитном креме. Мы не хотим обгореть. Хорошее замечание. Возможно, мы сможем надеть несколько необычных солнцезащитных кремов, чтобы было весело. Отличная идея. Мы даже можем устроить соревнование по пушечным ядрам. Да. А еще мы можем попробовать совершить крутые погружения с трамплина. Рассчитывайте на меня. Я готова к летним развлечениям в бассейне. Я тоже. Давайте воплотим это в жизнь. Урок 83. Перевозка багажа во время путешествий. Привет, Анна, ты с нетерпением ждешь нашей поездки на следующей неделе. Да, не могу дождаться. Но мне не хочется брать с собой весь свой багаж. Ах, не беспокойтесь об этом. Я помогу тебе его нести. В самом деле. Это так мило с твоей стороны. А как же ваш багаж? А я справлюсь со своим. Я как человек вьюкнул. Ха-ха, я в этом не сомневаюсь. Но если серьезно, у меня есть много вещей, которые я могу взять с собой. Не беспокойтесь, мы разберемся. Возможно, мы сможем взять с собой тележку или тележку, чтобы все перевезти. Отличная идея. Или мы можем просто надеть всю одежду сразу и сэкономить место в багаже. Ха. Не думаю, что это практичное решение, но это определенно было бы забавное зрелище. Да, представьте, что мы ковыляем по аэропорту, как пингвины. Или мы можем попросить сотрудников аэропорта отвезти нас вместо этого. Уверена, они бы не возражали. Думаю, мы, возможно, выдвинули эту идею, Джон. Но спасибо за предложение помочь мне перевести мой багаж. Ты лучший. Совсем без проблем. Давайте просто позаботимся о том, чтобы случайно не упаковать слонов в чемоданы. Урок 84. Вы видели мою новую машину? Привет, Анна, ты видела мою новую машину? Нет, у меня нет. Какую машину вы купили?
Да, у меня получилось. Эта кровать в отеле очень удобная. Как насчет тебя? То же самое и здесь. И я с нетерпением жду завтрака. Я слышала, что здесь отличный буфет. Ах да, я тоже. Я голодаю. Пойдем. Вау, выглядит потрясающе. С чего нам начать? Не знаю. Есть так много вариантов. Мы выберем бекон с яйцами или круассаны с джемом. Почему бы и то, и другое? И не забудьте кофе. Чтобы начать день, нам нужен кофеин. Отличная идея. И посмотрите, у них тоже есть вафли и блины. Я определенно куплю некоторые из них. А как же фрукты и йогурт? Нам нужно сбалансировать завтрак. Да, вы правы. Мы не можем просто есть углеводы и сахар. Давай тоже съем фруктов. Этот бекон такой хрустящий и вкусный. А эти круассаны такие слоеные и маслянистые. У меня такое чувство, что я в Париже. Ха-ха, да, но мы находимся в отеле в глуши. Но кого это волнует? Этот завтрак того стоит. Определенно. И послушайте, у них тоже есть нател. Я намажу немного на вафле. А я понимаю, каково это. Еще до того, как мы покинем отель, у вас начнется прилив сахара. Эй, не осуждайте меня. Это режим отдыха. Калории не учитываются. Ха-ха, справедливо. Давайте насладимся этим завтраком, а затем отправимся исследовать город. Кто знает, может, мы найдем еще один отличный ресторан для обеда. Похоже на план. А завтра мы можем вернуться сюда позавтракать. Я хочу попробовать бублики с копченым лососем и сливочным сыром. Хорошо, давайте добавим это в наш список. Но сначала давайте закончим этот потрясающий завтрак. Ура! Урок 91. Вы знаете, куда мы идем? Привет, Анна, ты знаешь, куда мы идем? Я так думаю. Нам просто нужно подняться по этой тропе на вершину горы, верно? Что ж, я не уверена. Давай я проверю карту и компас. Для чего нужен компас? Разве мы не можем просто воспользоваться картой? Компас помогает нам определить направление движения. Нам нужно отправиться на север, так что позвольте мне проверить, где это. А понятно. А как работает компас? Что ж, это магнит, направленный на Северный полюс. Поэтому нам просто нужно совместить карту с компасом и следовать направлению. Вау, это круто. Никогда об этом не знала. Да, это удобный инструмент, который можно взять с собой в поход. Хорошо, давайте посмотрим, нам нужно повернуть налево и ехать прямо около полумили. Понял. А что если мы заблудимся или компас сломается? Не волнуйтесь, у нас есть запасной план. Мы также можем использовать солнце для определения нашего направления. Солнце. Как это работает? Что ж, в северном полушарии солнце восходит на востоке и заходит на западе. Итак, если мы знаем, сколько сейчас и где солнце, мы сможем определить направление движения. А понятно. Ты полон знаний о походах, Джон.
Ха-ха, я стараюсь изо всех сил. Но будем надеяться, что сегодня нам не придется пользоваться солнцем. Тут облачно, и мы можем ее не увидеть. Да, давайте пока остановимся на компасе и карте. А если мы заблудимся, нам просто придется следовать своим инстинктам и надеяться на лучшее. Вот в чем дух. Давайте продолжим и насладимся этим прекрасным горным походом. Согласовано. И если мы переживем это, возможно, в следующий раз попробуем прыгнуть с тарзанки. Ха-ха, давайте не будем забегать вперед. Одно приключение за раз. Урок 92. Выбор подарка другу на день рождения. Привет, Анна, ты уже придумала, что подарить Джессике на день рождения? Нет, я все еще думаю. Есть идеи. А что ей нравится? Ей нравится макияж, но я не знаю, что ей подарить. Как насчет клоунского носа? Это может стать забавным дополнением к ее коллекции косметики. Джон, это нелепо. Она не клоун. Хорошо, хорошо, а как насчет высококачественных кистей для макияжа? Я слышала, что они просто необходимы любому любителю макияжа. Это хорошая идея. Вы знаете, где их найти? Да, на улице есть магазин косметики, в котором продаются все виды кистей. Мы можем это проверить. Отлично, давайте сделаем это. А может, мы также сможем подарить ей подарочную карту в ее любимый магазин одежды? Конечно, это тоже хорошая идея. А если ничего не помогает, мы всегда можем подарить ей картошку с нарисованным лицом. Я слышала, что сейчас они в моде. Джон, ты серьезно? Конечно же нет. Я просто пытаюсь поднять настроение. А если серьезно, давайте сосредоточимся на том, чтобы подарить ей то, что ей действительно понравится. Согласовано. Спасибо за помощь, Джон. Ты отличный друг. В любое время, Анна. И кто знает, возможно, в следующем году мы сможем подарить ей настоящий клоунский нос. Урок 93. В поисках книги. Привет, Анна, что ты читаешь? А только эту книгу я нашла на полке. Речь идет о говорящей собаке, которая отправляется в приключения. Говорящая собака. Звучит интересно. Да, это довольно забавно. Хочешь одолжить его, когда закончу? Конечно, я бы очень хотела. Кстати, вы видели тот детективный роман, который я читал? Я так не думаю. Где вы ее оставили? Кажется, я оставила его на кофейном столике, но его там уже нет. Вы проверили книжную полку? Да, я тоже туда заглянула. Возможно, я случайно оставила его в библиотеке. Или, может быть, говорящая собака украла его? Ха-ха, очень смешно. Но если серьезно, мне нужно найти эту книгу. Оно должно скоро вернуться. Хорошо, давайте подумаем. Может быть, это под диваном. Отличная идея. Нет, не там. Как насчет кухонного стола? Иногда вы оставляете там вещи. Нет, там тоже нет. Что ж, мы обыскали везде, где только могли придумать. Возможно, пришло время сдаться и признать, что тайна никогда не будет раскрыта. Анна, не смейся.
Это просто книга. Я еще раз проверю машину и спальню. Хорошо, но если вы его не найдете, вы должны мне порцию мороженого. Сделка? Кто знал, что потерять книгу может быть так интересно? Урок 94. Покупка билетов на концерт. Привет, Анна. Ты заходил на какие-нибудь сайты, где можно купить билеты на предстоящий концерт, на который мы хотим пойти? Нет, пока нет. Есть ли у вас какие-либо предложения? Да, мой друг порекомендовал этот сайт под названием Rockin Tickets. Он сказал, что у них лучшие цены и выбор. Билеты на раскачку. Похоже, сайт предназначен только для рок-концертов. Что если мы хотим увидеть поп-звезду? Хорошее замечание. Возможно, нам стоит вместо этого заглянуть в Popstar Тих или Concert Central. Concert Central звучит неплохо. Давайте попробуем это. Хорошо, я посмотрю. А у них есть много разных жанров на выбор. Послушайте, у них даже есть VIP-пакеты. Ух ты, эти цены безумные. Думаю, нам нужно купить обычные билеты. Да, у нас еще не совсем VIP-статус. Но я уверена, что даже с обычными билетами мы все равно повеселимся. Согласовано. Итак, стоит ли нам бронировать билеты сейчас? Да, давайте сделаем это до того, как они будут распроданы. Готово и готово. Мы официально участвуем в концертах. Вуху! Мне не терпится танцевать с тобой всю ночь напролёт, Джон. То же самое, Анна. И кто знает, возможно, мы даже откроем для себя новую любимую группу. Урок 95. Что вы хотите приготовить на ужин сегодня вечером? Итак, что вы хотите приготовить на ужин сегодня вечером? Я не уверена. Есть ли у вас тяга к еде? Не совсем. Может, мы могли бы приготовить что-нибудь простое, например, спагетти. Конечно, звучит неплохо. Давайте возьмем немного пасты и соуса. А как насчет фрикаделек? Они всегда хорошо сочетаются со спагетти. Звучит отлично. Давайте перейдем в раздел с мясом. Как насчет того, чтобы приготовить фрикадельки своими руками? Таким образом, мы сможем приправить их по своему усмотрению. А мне нравится, как ты думаешь. И они нам понадобятся, чтобы сплести фрикадельки. Давайте также возьмем немного овощей. Мы можем приготовить салат к спагетти. Отличная идея. А как насчет того, чтобы приготовить чесночный хлеб к спагетти? Мы можем просто поставить его в духовку, пока готовим пасту. Идеальный. Похоже, у нас есть все необходимое для вкусного ужина. Согласовано. Но только одно. Мы не можем забыть десерт. Конечно, нет. Что вы имеете в виду? А как насчет того, чтобы приготовить пирожное? Я увидела смесь в проходе для выпечки. Похоже на план. Пойдем возьмем его. Хорошо, у нас все готово. Давайте перейдем к оформлению заказа. Подождите, мы забыли сыр пармезан для пасты. Отличный улов, Джон. Давайте возьмем его перед отъездом.
Хорошо, теперь у нас все готово. Пойдем приготовим шторм. Урок 96. Хочешь поиграть со мной в бадминтон? Привет, Анна, хочешь поиграть со мной в бадминтон? Конечно, я давно не играл. Давайте сделаем это. Потрясающе. Мы можем арендовать там корт. Эти ракетки выглядят довольно старыми. Думаете, нам стоит привезти свои? Анна, у тебя есть своя ракетка для бадминтона? Нет, но мой двоюродный брат знает. Она профессионал. Хорошо, будем надеяться, что тогда мы не сломаем эти ракетки. И нам просто придется компенсировать это нашими потрясающими навыками. Мне нравится, как ты думаешь, Джон. Хорошо, давайте начнем. Готовы? Готов, когда будешь готов. Поехали. Ах да, посмотрите на это. Неплохо, неплохо. Но справитесь ли вы с этим? Это было близко. Она у тебя все еще есть, Анна. Конечно, верю. Я практически родилась с ракеткой для бадминтона в руке. Я бы в этом не сомневалась. Хорошо, давайте продолжим играть и посмотрим, кто выйдет победителем. Ты на связи, Джон. Давайте сделаем это. Урок 97. Куда пойти пообедать? Привет, Анна, что ты хочешь сегодня пообедать? Я не уверена. Что вы имеете в виду? Что ж, на улице есть новое суши-заведение. Мы могли бы это проверить. Суши. Не знаю, Джон. Сырая рыба мне совсем не по душе. Ладно, справедливо. Как насчет того, чтобы попробовать бургерную на Мейн-стрит? Звучит неплохо. Я определенно могу съесть гамбургер. Отлично. Но подождите, разве в прошлый раз вы не сказали, что гамбургеры слишком жирные? Джон, у тебя все жирное. Хорошо, вы привели меня туда. Но как насчет того, чтобы пойти на компромисс и попробовать заведение с салатами, которые мы видели на прошлой неделе? Я очень люблю хороший салат. Но есть ли у них что-нибудь с курицей или что-то, что сделает блюдо более сытным? Да, в них есть всевозможные начинки и белки, которые вы можете добавить. И у них потрясающая одежда. Хорошо, давайте сделаем это. Сейчас я в настроении съесть салат. Отлично. Думаю, мы оба будем довольны своим выбором. Кроме того, мы можем ненадолго притвориться здоровыми. Именно так. Давайте внесем немного зелени в нашу жизнь. Урок 98. Этот аквариумный парк потрясающий. Ух ты, Анна! Этот аквариумный парк потрясающий. Я знаю, верно. Я так рада, что мы решили приехать сюда сегодня. Посмотрите на этих разноцветных рыб, плавающих вокруг. Они так завораживают. И посмотрите на морских черепах там. Они такие большие и величественные. Эй, вы уже видели аквариум с акулами? Пока нет. Вы уверены, что рядом с акулами безопасно? Конечно, так и есть.
Они за толстой стеклянной стеной. Мы в полной безопасности. А слава богу. Мне там стало немного страшно на минуту. Не волнуйся, Анна. Я защищу тебя от больших злых акул. Да, я уверена, что вы это сделаете. Эй, давайте посмотрим на сенсорный танк там. Отличная идея. Я хочу потрогать морскую звезду. Хорошо, но постарайтесь не волноваться, как это было, когда вы прикоснулись к слизистому угрю в последнем аквариуме, в котором мы побывали. Ух, не напоминайте мне. Это было отвратительно. Но я обещаю, что на этот раз я наберусь смелости. Я верю в тебя, Джон. Пойдем потрогаем морских обитателей. Урок 99. Отчетность о статусе проекта. Анна, не могу поверить, что мы так сильно отстаем в этом проекте. Нам придется работать сверхурочно, чтобы наверстать упущенное. Знаю, это очень неприятно. Но не волнуйтесь, у нас все получится. Меня просто беспокоит, как мы объясним это нашему боссу. Его не обрадует задержка. Просто скажите ему, что сегодня утром нам пришлось отбиваться от стаи диких волков по дороге на работу. Это хорошее оправдание, верно? Да, я не уверен, что это сработает. Но, возможно, я могу обвинить в этом ретроградность Луны или что-то в этом роде. Ах да, это классическое оправдание. Уверена, наш босс все поймет. Ладно, возможно, нам стоит быть честными и сказать ему, что проект занимает больше времени, чем ожидалось. А затем пообещайте приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное. Да, честность всегда лучшая политика. И я уверен, что наш начальник оценит нашу самоотверженность в выполнении проекта, даже если это займет немного больше времени, чем планировалось. Спасибо, Анна. Ты всегда знаешь, что сказать, чтобы мне стало лучше. Вот для чего я здесь, Джон. А теперь давайте вернемся к работе и вычеркнем этот проект из парка. Урок 100. Мы снова в Диснейленде. Например, не могу еще поверить, одна шляпа что мы Микки снова в Мауса. Диснейленде. Сколько раз мы здесь уже бывали? Думаю, мне нужна уже в была 10-й новая для раз. моей коллекции. Но кто считает? А если серьезно, то всегда можно посмотреть новые шоу и парады, а атмосфера здесь просто волшебная. Думаю, да, потому что я не знаю, почему вы все еще так восхищаетесь одними и теми же аттракционами и аттракционами. А да ладно, Джон. Здесь всегда можно открыть для себя что-то новое и интересное. Думаю, да, потому что я не знаю, почему вы все еще так восхищаетесь одними и теми же аттракционами и аттракционами. А да ладно, Джон. Здесь всегда можно открыть для себя что-то новое и интересное. Признаюсь, очень приятно видеть здесь таких счастливых и беззаботных людей. А запах попкорна и сахарной ваты меня всегда завоевывает. Видите ли, я знала, что вы придете. И кто знает, может быть, сегодня мы откроем для себя новый любимый аттракцион или шоу. Пока дело не в чашках. Думаю, я все еще восстанавливаюсь после прошлого раза. Не волнуйтесь, я с вами легко отнесусь. А теперь давайте наденем уши-мыши и повеселимся. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. И добро пожаловать на просмотр других видео с нашего канала.